Как запомнить значения карт? Для многих картомантов значения карт ассоциируются с изображениями на самих картах. Особенно ярко проявляется запоминание значений по картинке на картах Таро. У каждой иллюстрированной колоды Таро автором разработана особенная символика, зная которую можно, глядя на картинку карты, увидеть весь спектр значений аркана. Сложнее с колоды 36 карт. У нее есть только символы масти. Количество символов масти определяется номером карты. Но даже эти символы масти можно использовать для визуализации значений карты. В этом видео я покажу, как можно запоминать значения, смотря на саму карту. Конечно, такой метод подойдет далеко не всем, и у каждого картоманта будет свой ассоциативный ряд. Но для тех, кто только начинает свой путь предсказателя, может быть полезна любая подсказка. Начнем с шестерок. Посмотрите на карты. Вы видите два ряда по 3 символа масти. Символы масти расположены в параллельных рядах друг напротив друга. Если абстрагироваться от символов, то можно увидеть 2 пунктирных линии. Это же дорога, самая настоящая дорога. Так ребенок может изобразить дорогу на своем рисунке. Но именно дорога и является ключевым словом для прочтения шестерки. Теперь обратим внимание на сам рисунок символов масти. Перед нами шестерка пик. Не кажется ли вам, что эти символы похожи на листочки с дерева? А если еще дальше начать фантазировать, то в принципе можно увидеть и сами деревья в миниатюре. Это такое символическое изображение деревьев по обочинам дороги. Деревья черные, не разглядеть зеленый цвет листвы. Словно едешь ночью, когда темно, и свет фар у машины выхватывает на обочине отдельно стоящие деревья, посаженные на одинаковом расстоянии друг от друга. Так это же поздняя дорога. А там, где поздняя дорога, там и опоздание. А поздняя дорога может случиться внепланово. Почему днем не поехать? Почему ночью? Потому что произошло что-то неожиданное. Вот и пришлось ехать. Неожиданная дорога. Конечно, у шестерки пик гораздо больше значений, но основные, которые чаще всего встречаются при прочтении раскладов, вы можете запомнить с помощью такого образного ряда. Поздняя дорога, опоздание, неожиданная дорога. Семерки. Мы видим на картах всю ту же дорогу, только теперь в центре дороги появился еще один дополнительный символ. Можно пофантазировать и представить, что это человек стоит посреди дороги. Например, на семерке кресте можно представить, что в центре стоит сам вопрошающий. Это человечек с поднятыми руками, у которого ладошки сжаты в кулаки. Так и стоит. Голова и растопыренные руки с кулаками. А вокруг него другие человечки и тоже с кулаками. То есть спор тут у них на карте случился. Окружили человечки вопрошающего и спорят, ругаются на него. Так мы можем увидеть в семерке кресте ее значение, а обвинение в адрес вопрошающего или ситуация, когда вопрошающему необходимо защищаться. Теперь рассмотрим пример бубновой восьмерки. Смотрите, какой красивый узор образуют символы масти. Но пофантазировав в этом узоре, можно снова увидеть дорогу, и такую красную ковровую дорожку, что обозначается 3 пунктирами по краям. А в центре 2 человечка. Но мы обратим внимание не на человечков, а на визитки, которыми они обмениваются. 2 квадратика визиток передают друг другу. Это же начало переговоров. Скоро будет заключена сделка. Успешная сделка – залог финансовой стабильности, которая наступает в жизни вопрошающего. А еще в рисунке восьмерки можно увидеть разложенные в красивом порядке золотые кулоны или квадратные тарелочки. Это же витрина магазина, в которой выставлены работы мастера. Посмотрите, как много этот мастер уже сделал. Посмотрите, как ювелирна его работа. Все тарелочки одна к одной. Профессионал не иначе выполнял работу с такой точностью. Так мы увидели значение бубновой восьмерки. Успешная сделка, заключение договора, финансовое благополучие, мастерство, торговля.
Такие ассоциации могут быть на каждую карту. Если вам понравилась моя идея с ассоциациями, пишите в комментариях, значения каких карт вам сложнее всего запоминаются. И я сделаю еще одно видео, в котором расскажу о возможных ассоциациях на эти карты. Всего доброго! С вами была Мила Нейман.